Вот такой прекрасный пирог Наполеон я сегодня испек. Какая прелесть. А если хотите узнать, как я это все сделал, оставайтесь на моем канале, я вам все покажу. Всем приветик и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я займусь выпечкой. Буду делать торт Наполеон. Честно скажу, я никогда его сам не делал. Но это один из моих любимых тортов. И, кстати, у нас в доме причина, что завтра к нам придут гости. У нас в доме было день рождения. Так получилось, что все были в разъездах, справлять не справляли. И решили все это сделать одним разом завтра. Облегчить свою работу я купил уже готовое тесто слоеное. Вот такое. Я купил 3 пачки. Посмотрим, что получится. И прошелся по интернету, там много разновидностей кремов, как делать к этому Наполеону. И один крем мне приглянулся, делается немножко легче, как и другие. Я немножко его делал под себя. И я надеюсь, что тоже что-то получится. А чтобы время не терять, давайте я вам покажу все, как я буду делать. Итак, все ингредиенты, что мне надо, я уже вытащил с холодильника и все приготовил. Я взял 3 упаковки этого теста, оставил на столе, пускай разогревается комнатную температуру. В это же время у меня духовка включена уже на 200 градусов. А в то время, пока у нас духовка нагревается и все такое, давайте займемся кремом. Для крема я возьму 4 яйца. Теперь сюда я добавлю щепотку соли для баланса. Добавлю ванилин на глаз. У меня уже взвешено 400 грамм сахара. Сейчас я добавлю сюда немножко. И собьем это. И потом мы еще добавим. Так. Теперь добавим оставшуюся часть сахара. И взбиваем. Так. У меня уже отмерено 1,5 литра молока здесь. Но мы тут сюда яйца добавим совсем чуть-чуть на глаз, чтобы не было очень густое. И опять взбиваем. Так. Теперь сюда мы добавим 100 грамм муки. Мука уже пропущена через сито. И тоже это все сейчас взбиваем. Так. Яйца у меня готовые. Сейчас займемся с молоком. Итак, я взял кастрюлю, туда наливаю чуть больше литра молока. Было 1,5 литра, оттуда я взял 1 кружку. Так что литр и кружка молока. Включаем газ. И доведем до кипения. Конечно же, молоко мы помешиваем, чтобы оно у нас не пригорало. А в то же время у меня уже пачка масла вытащена и прогревается до комнатной температуры. Пачка 200 грамм. Итак, молоко у нас уже закипает. И теперь мы потихонечку наши яйца будем сюда переливать и помешиваем. И ставим на средний огонь.
и помешиваем. Конфорку поменяем. Поставим на очень маленькую конфорочку. Среднюю конфорку поставим, иначе она сейчас начнет все пригорать. И помешивать надо постоянно, пока закипит, потому что иначе у нас начнет пригорать. Как вы видите, закипело. Очень хорошо. Сейчас минуточку еще, и можно будет снимать. Так, крем можно снимать. Закипел. И теперь сюда я добавлю наше масло. Кто-то добавляет в остывшийся крем, кто-то в горячий. Я решил в горячий, потому что все равно это пойдет потом в холодильник, и все равно в итоге это все должно у нас остыть. Мы должны мешать, пока все это масло у нас не подружится с кремом. Итак, масло у нас хорошо смешалось, подружилось все, что у нас здесь есть. И теперь мы все это оставляем, пускай остывает, а мы займемся нашими коржами. Итак, я взял 3 пачки слоеного теста. Здесь в каждой пачке по 320 грамм. Выпекается это при 200 градусов 10-15 минут. Пачки я уже вытащил перед тем, как выпекать. И сейчас духовка у меня уже нагрелась до 200 градусов. И сейчас мы посмотрим. Будем смотреть. Так. Итак, тесто немножко еще раз скатаю, еще подлиннее сделаем. И возьмем тарелочку, так. И разрежем по кругу. Остатки теста пойдут у нас на крошку. Потом. Так. Сейчас переложим сразу. Вот такая кругляшка у меня получилась. Сейчас другую я сделаю таким же образом. Так, эти остатки теста я потом выпеку и сделаем крошку для нашего торта. А эти кругляшки, что я сделал, так что у нас должно получиться 6 слоев. А эти я немножко так пройдусь вилочкой, чтобы они у нас сильно не поднимались. Так как я немножко еще скалки прошел, значит, я буду выпекать где-то минут 10. И теперь идет это все в духовку. Итак, первая партия коржей у меня испеклась. Сейчас я вытащу сюда. Так, переложу, чтобы она высыхала. Так, теперь следующая партия пошла. Итак, последний корж у меня выпекся. Так, переложим. И остатки теста тоже сюда мы переложим, чтобы они остывали. И мы, как они остынут, так мы пропустим через блендер, чтобы получилась крошка маленькая такая. Итак, я выпек 7 коржей. С пачки получилось 6 коржей, с каждой пачки получилось по 2 коржа. Я обратил внимание, что очень много остатков, так что один остаток, так сделал колобочек, тоже сделал один корж, так что у меня получилось 7 коржей. А остальные остатки теста я тоже выпек, они остынут,
я их потом размельчу и сделаю украшение для нашего торта. Крем у меня остыл, коржи остыли. Сейчас начну я собирать наш торт. Это мы соберем. И как я соберу торт, так я с вами опять увижусь. Вот такая прелесть у меня с ней получилась. Какая прелесть. Первая попытка торт Наполеон. Посмотрите, какая прелесть. Честно скажу, результатом своим доволен. Не уверен был, что получится, потому что я никогда это не делал. Пользовался покупным тестом, крем сделал сам. И вуаля, получилось. Я результатом очень доволен. На этой вкусной ноте хотел бы с вами прощаться. Пожелать вам крепкого здоровья, счастья и берегите своих близких. А самое главное, всем мирного неба и приятного аппетита.